Приветствую вас на канале «Книги, истории, факты». В этом видео я хочу рассказать 250 познавательных фактов, под которые легко уснуть. Прошу поставить большой палец вверх сейчас до просмотра видео. Это очень важно для нас. Вы всегда сможете его убрать, если видео вам не понравится. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, если вы здесь впервые. Включайте все уведомления, чтобы ничего не пропустить. Ведь новые работы выходят регулярно каждую неделю. Приятного просмотра. Начнем. 1. Во время солнечного затмения свет, проходящий через маленькие промежутки между листьями, создает на асфальте множество миниатюрных проекций затмеваемого солнца. 2. Существует кровавый апельсин Citrus sinensis с кроваво-красной мякотью. 3. Пашетты – карманные скрипки длиной около 35 сантиметров. До конца XIX века применялись учителями танцев для аккомпанемента во время уроков. 4. Во время полного солнечного затмения можно увидеть солнечную корону, верхний, самый разреженный и самый горячий слой атмосферы Солнца, состоящий из плазмы, электронов и ионов. 5. Сегодня уха – это рыбный отвар с овощами. Но раньше на Руси ухой называли и мясные блюда, и блюда из птицы, а овощные и жидкие блюда – похлебками. В XVIII веке из Европы пришло слово «суп», ставшее общим названием всех жидких блюд. 6. В 1862 году Виктор Гюго, находясь в отпуске после публикации романа «Отверженные», захотел узнать реакцию читателей и отправил издателю телеграмму из одного символа – знак вопроса. Ответ был столь же лаконичным – восклицательный знак. Возможно, это была самая короткая переписка в истории. 7. Первоначально Стоунхендж возвели в Уэльсе 5000 лет назад, но после обнаружения постройки камни были выкопаны и перенесены более чем на 225 километров к их нынешнему местоположению на равнине Солсбери. 8. Зебровые амадины способны с помощью особого крика влиять на развитие птенцов еще в яйце. Если температура воздуха поднимается выше 26 градусов Цельсия, родители в последние дни перед вылуплением начинают подавать специальные сигналы. Услышавшие их птенцы растут медленнее, остаются более мелкими и благодаря этому легче переносят жаркую погоду. Тот же эффект ученые получили и в лаборатории, проигрывая яйцам записи этих криков. Более того, адаптация проявилась и у следующего поколения. Самки, которые в детстве были меньше и легче, впоследствии производили больше потомства. 9. Фильм «Путь дракона», чьим сопродюсером, режиссером и сценаристом был Брюс Ли, собрал невероятное количество денег в прокате. При бюджете в $130 тысяч сборы «Пути дракона» составили $130 миллионов, что в 1000 раз больше бюджета. 10. Во времена работы на чешском телевидении Милош Форман был обязан согласовывать с цензорами каждую реплику в эфире. Однажды он пригласил 2 жонглеров, выступавших без слов. Но чиновники все равно потребовали текст номера. Тогда артисты написали набор междометий вроде «хоп, ап, ах», и цензура его утвердила. 11. В Исландии, если вы не знаете точного адреса для отправки письма, но помните, как до адреса добраться, рисуйте схематичную карту прямо на конверте. Почтальон доставит. 12. В 1960-х годах в Великобритании действовал необычный налоговый режим для автопроизводителей. Если компания продавала машину не в готовом виде, а как набор деталей для самостоятельной сборки, налог с продаж не взимался. Но был нюанс. В комплект нельзя было вкладывать инструкцию по сборке, иначе автомобиль считался полноценным товаром. Компания Lotus нашла изящный способ обойти это правило. Вместо руководства по сборке покупатели получали инструкцию по разборке уже собранного автомобиля. Формально требования закона соблюдались, а клиенты все равно без труда понимали, как собрать машину обратно. 13. Бетховен не называл сонату номер 14 лунной. Она имела подзаголовок «В духе фантазии». Название появилось уже после смерти композитора. Критик Людвиг Рельштадт сравнил первую часть произведения с лунным светом над Фирвальдштетским озером, и это сравнение закрепилось за всей сонатой. 14. Без температурного контроля температура на борту МКС составляла бы 120 градусов Цельсия на солнце и минус 150 градусов в тени. 15.
У стручковой фасоли нет стручков. 16. В США испаноговорящих людей больше, чем в Испании. 17. В мае 2006 года Гай Гома пришел в лондонский офис BBC на собеседование в IT-отдел и ждал своей очереди в комнате для гостей. Через несколько минут сотрудник телеканала вывел его в студию прямого эфира, усадил перед камерами и надел микрофон. Только когда ведущая представила его как известного эксперта по технологиям Гая Кьюни, Гома понял, что произошла ошибка. Настоящий спикер в этот момент находился в другой комнате, а редакторы просто перепутали двух Гаев. На лице Гома на секунду появилась растерянность, но эфир уже шел, и он начал отвечать на вопросы о музыкальном пиратстве и интернете, стараясь выглядеть максимально спокойно. Интервью быстро стало легендой британского телевидения. Запись разошлась по всему миру, а самого Гому потом еще долго приглашали в разные шоу и программы. 18. Гватемальские индейцы верят, что воздушные змеи помогают душам предков навещать живых. 19. В 1909 году Скотт Перки изобрел двунаправленный симметричный шрифт, который позволял читать строку слева направо, а следующую справа налево, тем самым избавляя человека от необходимости каждый раз возвращаться в начало строки. 20. Итальянский банк Монте дей Пасchi ди Сиена, старейший банк в мире, основанный в 1472 году и существующий до сих пор. 21. Северный ложноскорпион может задерживать дыхание на срок до 17 дней. 22. Самое быстрое сердцебиение, когда-либо зарегистрированное у человека, составляло 600 ударов в минуту. 23. Ресторан «Бургер Кинг» из города Мэттон с 1959 года владеет правами на товарный знак «Бургер Кинг» на территории штата Иллинойс. Знаменитой сети «Бургер Кинг» запрещено работать в радиусе 30 километров от оригинального ресторана. 24. В сухих долинах Макмерды не было ни дождя, ни снега уже 2 миллиона лет. Это самая большая непокрытая льдом область в Антарктиде, около 8000 квадратных километров. 25. В Японии мужскую прическу, при которой зачесывают редеющие волосы, называют штрих-код. 26. У фламинго подвижной является верхняя часть клюва, а не нижняя, как у других птиц. Поэтому фламинго приходится особым образом выворачивать шею во время еды. 27. Перед тем, как сходить по-большому, ленивец делает странные движения, похожие на танец. Зоологи называют это танцем какашек. 28. Изначально напиток Пепси назывался Брэд's Drink в честь своего создателя Калеба Брэдхэма. Позже он получил новое название, связанное с пепсином, желудочным ферментом. Напиток тогда рекламировали как средство, помогающее пищеварению. 29. Ученые провели исследования и узнали 5 универсальных запахов, которые нравятся практически всем. Это запахи лайма, грейпфрута, бергамота, апельсина и перечной мяты. 30. Самой продаваемой книгой 1981 года стала книга «Простое решение кубика Рубика». 31. В США в конце 19-го, начале 20 века черепаховый суп был настолько популярен, что бугорчатых черепах почти полностью истребили. Их численность стала восстанавливаться после введения сухого закона. Вместе с горячительным под запрет попал и один важный ингредиент этого супа. 32. Соревнование певчих птиц – одно из самых популярных развлечений в Индонезии. Каждый год здесь проходит около 1000 таких конкурсов. А продажа птиц и аксессуаров для них приносит примерно $120 миллионов. Для многих жителей страны певчие птицы считаются символом престижа, а победители соревнований могут стоить очень дорого. Но у этой традиции есть и обратная сторона. Из-за высокого спроса браконьеры массово вылавливают птиц в дикой природе, поэтому во многих индонезийских лесах пение птиц стало звучать гораздо реже. Ученые предупреждают, что некоторые редкие виды уже находятся на грани исчезновения. 33. Существует научная гипотеза, согласно которой около 8000 лет назад случился масштабный катастрофический подъем уровня Черного моря, возможно, послуживший исторической основой легенд о всемирном потопе.
34. Во Франции количество отработанных дней не должно превышать 218 дней в году. Однако по добровольному соглашению с работодателем работник может работать до 235 дней с надбавкой не менее 10% к вознаграждению за дополнительные отработанные дни. 35. Кораллы – крупнейшие сооружения биологического происхождения на Земле. 36. Исследование показало, что у мужчин высокого роста рождается больше детей, чем у невысоких, а невысокие женщины, наоборот, рожают больше детей, чем высокие. 37. В 1998 году ученики начальной школы в американском городе Арора начали собирать деньги на выкуп рабов в Судане, надеясь подарить им свободу. Инициатива быстро привлекла внимание по всему миру, к ней присоединились школы в других странах, а программы по выкупу рабов стали массовыми. Позже выяснилось, что эти деньги не помогали бороться с проблемой, а наоборот, подпитывали и расширяли саму систему торговли людьми. 38. Пауки используют свою паутину как слуховой аппарат, распознавая ногами ее вибрацию. 39. Сальвадор Дали, по легенде, расплачивался за ужины рисунками прямо на чеках. Художник прекрасно понимал, владельцы ресторанов не станут обналичивать такой чек, ведь набросок с подписью Дали со временем будет стоить гораздо дороже самого ужина. Говорят, именно поэтому сюрреалист мог позволить себе роскошные трапезы, превращая обычные ресторанные счета в коллекционные артефакты. 40. В 2015 году в Сан-Франциско фонарный столб рухнул на проезжающий автомобиль, потому что был настолько разъеден мочой, что сломался у основания. 41. Маленькие мальчики из английской королевской семьи всегда должны носить шорты. Эта древняя традиция сохраняется по сей день. 42. Наш мозг воспроизводит некоторые из наших воспоминаний, пока мы спим, создавая крепкие нейронные связи, чтобы сохранить воспоминания надолго. 43. В 1967 году американский бизнесмен Роберт Маккаллах купил у города Лондон мост, построенный в 1830-х годах за $2 460 000. Мост был разобран и по частям доставлен в Аризону, США, где к 1971 году был собран вновь и стоит там по сей день. 44. Сравнительные иллюзии – это фразы, кажущиеся нормальными, но не имеющие смысла. Например, «В Париже побывало больше людей, чем я». 45. Согласно данным Ватикана, святой Патрик родился под именем Мевин Сукат. Имя Патриций, латинская форма имени Патрик, он принял, когда стал епископом. 46. В 1980 году одна из радиостанций BBC сообщила, что часы на башне Елизаветы, Биг Бен, собираются заменить цифровыми, а старые стрелки подарят первым дозвонившимся слушателям. Позже выяснилось, что это была первоапрельская шутка, которая, однако, возмутила многих британцев. 47. У белки очень острое зрение, в том числе периферийное. Эта малютка видит все вокруг, даже не двигая головой, поэтому к ней очень сложно подкрасться незаметно. 48. Древние римляне и греки в качестве туалетной бумаги использовали писсои, небольшие камни или черепки овальной формы. 49. До 2013 года в Южной Корее адреса домов присваивали не по улицам, а по порядку регистрации земельных участков. Поэтому два соседних здания могли иметь совершенно разные номера, например, 12 и 317. Позже страну перевели на обычную уличную систему адресов. 50. В 1500 году португальский мореплаватель Педро Альвареш Кабрал отправился из Европы в Индию. По пути экспедиция высадилась у берегов земли, которую Кабрал сначала принял за остров. Позже оказалось, что это территория современной Бразилии. После этого флот обогнул Африку у мыса Доброй Надежды и добрался до Индии. Благодаря этому путешествию Кабрала часто называют первым известным человеком, ступившим сразу на 4 континента – Европу, Южную Америку, Африку и Азию. Именно его экспедиция официально открыла Бразилию для Португалии. 51. У некоторых земноводных, рептилий, рыб и миног есть третий глаз, который распознает интенсивность света, но не дает изображения.
52. Лягушка вида африканский узкорот слишком круглая и коротколапая, чтобы прыгать. Вместо этого она просто ходит в перевалку. 53. Империя великих моголов в Индии, существовавшая с 1526 по 1857 год, была основана Бабуром, который был прямым потомком монгольского правителя Чингисхана. Слово «могол» происходит от слова «монгол». 54. Историки предполагают, что Аргентина была названа венецианскими мореплавателями в честь горы Серебра, латинская «Аргентум», которую они надеялись найти в этих землях. 55. Во время миссии «Аполлон-11» Базз Олдрин случайно сломал переключатель запуска двигателя в лунном модуле «Игл», задев его скафандром. Именно этот тумблер отвечал за запуск двигателя взлетной ступени, который должен был поднять астронавтов с поверхности Луны обратно на орбиту. Выход нашелся. Олдрин использовал пластиковый маркер, чтобы нажать внутренний контакт сломанного переключателя и замкнуть цепь запуска. Двигатель успешно включился, экипаж благополучно вернулся на орбиту, а сам маркер позже стал музейным экспонатом. 56. Манчкины – кошки с непропорционально короткими лапами, которых часто называют таксами среди кошек. Порода появилась в США из-за генетической мутации. Благодаря доминантному гену коротколапости, если один из родителей манчкин, котята тоже часто рождаются с короткими лапами. 57. В Северной Корее тоже есть выборы, правда, выбирать гражданам приходится из одного единственного кандидата. 58. Слева солнце сейчас, справа через 7 миллиардов лет. 59. Выпуск почтовых марок составляет 10% дохода Сан-Марино. 60. Бразильские орехи собирают с дикорастущих деревьев. Выращивать их слишком сложно. 61. В Японии есть ресторан ошибочных заказов, в котором официантами работают люди с деменцией, поэтому нельзя быть уверенным, что вам подадут именно то, что вы заказали. 62. Семья овец – не только самая большая семья с карликовостью из когда-либо зарегистрированных, но и самая большая семья, которой удалось, попав в концлагерь, выжить. Всем 12 членам семьи, от 15-месячного ребенка до 58-летней женщины. 63. Половина населения земного шара имеет генетическую мутацию, которая делает брюссельскую капусту для них чрезвычайно неприятной на вкус. 64. Вероятность, что вас укусит Луис Суарес, если вы сыграете против него в футбольном матче, втрое выше вероятности, что вас укусит акула. 65. Гимном СССР до 1943 года была французская песня «Интернационал». Слова Эжена Патье, музыка Пьера Ди Гейтера. 66. Псевдоним Эминема, образованный из инициалов его имени, Маршал Мэттерс. Изначально он выступал как M&M, но затем изменил написание на Eminem, чтобы избежать ассоциации с конфетами M&M's. 67. Шанель номер 5 – один из самых узнаваемых и продаваемых ароматов в истории. Считается, что каждые 30 секунд где-то в мире продается один флакон. 68. Структура головного мозга кошки на 90% совпадает со структурой человеческого. 69. Выражение «повесить трубку» появилось из-за старых телефонов, где трубку действительно вешали на рычажок. Таких аппаратов давно нет, но фраза сохранилась. 70. Слово «ситком» является сокращением от словосочетания «ситуационная комедия». Второе название – «комедия положений». 71. Когда вы сообщаете другим людям о своих планах, ваш мозг считает, что дело уже сделано и мотивация снижается. Звучит как суеверие, но ученые проверили этот факт на исследованиях и убедились, что психологический механизм работает именно так. 72. Доисторические собаки жили 32 тысячи лет назад и были похожи на сибирских хаски. Они были размером с овчарку, с широкой короткой мордой и мозгом более крупным, чем волчий. 73. Капуста получается сладкой при выращивании в прохладную погоду, а жаркие условия произрастания делают капустные листья горькими.
74. Модель Барби Totally Hair с волосами до пят – самая продаваемая кукла всех времен. Продавались куклы с накладными прядями, которые можно было стричь, куклы с набором, позволяющим наносить трафаретные рисунки на волосы и тому подобное. 75. На Филиппинах есть остров с озером, в котором есть остров, на котором есть озеро. 76. Вода может существовать одновременно в 3 фазах – в твердом, жидком и газообразном состояниях. 77. Американский город «Скучный» (boring) и шотландский город «Тупой» (dull) с 2012 года являются побратимами. 78. Примерно 1 человек из 1500 обладает врожденной способностью сознательно вызывать мурашки на своей коже. Это явление ставит в тупик нейрофизиологов, бросая вызов общепринятому представлению о том, как работает нервная система. 79. В Нидерландах существует комплексная образовательная система для водителей автомобилей и велосипедистов, и обучение по этой системе осуществляется с начальной школы. 80. В 1985 году Такахаси Тосиюки прославился на всю Японию, когда ему удалось нажать на кнопку игрового контроллера 16 раз за 1 секунду. Это мировой рекорд, и он до сих пор не побит. 81. Воздушный шарик с гелием на Луне просто упал бы вниз, притянутый гравитацией. Гелий легче воздуха, но на Луне нет воздуха или какой-либо другой атмосферы. Так что шарик, каким бы легким он ни был, не смог бы летать. 82. На изображении велоцираптор и его жертва протоцератопс, окаменевшие прямо во время поединка. 83. Спящий хит – это песня, фильм, сериал или другой развлекательный продукт, который изначально не получил успеха, но со временем в силу разных причин стал популярным. 84. Самая экстремально низкая температура на Земле была зафиксирована 21 июля 1983 года на русской станции «Восток» и составила минус 89,2 градуса Цельсия. 85. У японцев есть понятие икигаи. Это то, ради чего вы просыпаетесь по утрам, ваша главная ценность, ответственность и цель. 86. Когда празднуют день числа Пи. Март – 3-й месяц года, а число Пи имеет приблизительное значение 3,14. Отсюда и вывели дату 14 марта. 87. В штате Айова, США, популярен салат из сникерса. Другие ингредиенты – яблоки, мягкий сыр и взбитые сливки. 88. С момента появления фотографий и до 1920 года существовало понятие «спрятанная мать». Для фотографирования в те времена требовалось долго сидеть неподвижно, пока камера экспонировала снимок. Чтобы ребенок не отвлекался и не вертелся, мать держала его на коленях, замаскированные слоями ткани. 89. Названия цветов иногда указывают не только сам цвет, но и сферу применимости. Например, слово «карий» именует только цвет глаз, а слово «русый» – волос. 90. 1 из 200 человек рождается с лишним шейным ребром. Оно располагается над ключицей. 91. Бикини-Боттом – вымышленный город на дне моря, в котором происходит действие мультсериала «Губка Боб. Квадратные штаны». Мало кто из зрителей обращает внимание, что этот город состоит из старых автомобильных глушителей, которые обитатели моря превратили в дома. 92. На этом изображении советские граждане изучают супермаркет на американской выставке в Москве. 1959 год. 93. Бывшая самая высокая женщина в мире Сэнди Аллен, годы жизни 1955-2008, рост 2 метра 31 сантиметр, так никогда и не вышла замуж. По ее словам, она была слишком старомодной, чтобы встречаться с мужчинами ниже нее. 94. Когда сериал «Друзья» впервые был показан на телеэкранах, журнал People поставил ему очень низкую оценку – D+, а журнал Time назвал персонажей дисфункциональными идиотами. 95. Полное имя Уилла Смита – Уиллард, а Брэда Питта – Уильям. 96.
На Сатурне есть гигантский шестиугольник, атмосферный феномен, не имеющий в настоящее время строго научного объяснения. Он вращается против часовой стрелки со скоростью около 320 км в час. 97. Прогулка в лесу смягчает реакцию мозга на неприятные обстоятельства, выявило исследование. 98. Только один отряд млекопитающих имеет крылья, отряд рукокрылых, представленный в основном летучими мышами. 99. Британская королевская семья владеет коллекцией марок стоимостью 100 миллионов фунтов стерлингов. 100. В организме человека больше бактерий, чем собственных клеток. 101. Если охладить гелий до минус 273 градусов Цельсия, он становится сверхтекучим и течет вверх. 102. На изображении египетские шерстяные носки. 250-450 годы нашей эры. 103. Это восточный край Великой Китайской стены. 104. Английское слово «caterpillar» – гусеница, по-русски произошло от французского слова «caterpillase», что переводится как «волосатая кошка». 105. Муха, так сказать, плюет на вашу пищу. Мухи, обнаружив слишком твердый продукт, прыскает на него своим желудочным соком, чтобы размягчить. 106. Чтобы стать водителем черного лондонского кэба, нужно учиться 2 года. Таксисту необходимо знать все улицы города, маршруты и расположение всех городских объектов. 107. Самые большие собаки в 40 раз больше, чем самые маленькие. 108. Батончик Сникерс назван в честь лошади, принадлежавшей семье Марс. 109. На Филиппинах действует закон о столетнем подарке. Каждый гражданин страны, достигший возраста 100 лет, получает от государства в подарок 100 тысяч песо, около $1700. 110. Мечехвостые Limulus polyphemus – живые окаменелости. Они прямо сейчас живут на Земле, и точно таких же палеонтологи находят в отложениях триасового периода, который был примерно 250 миллионов лет назад. 111. Уникальные крылья колибри позволяют им поворачиваться на 180 градусов в любом направлении. Это дает им возможность летать не только задом наперед, но и вверх ногами. Колибри – единственный вид птиц, способный на это. 112. Самая популярная страна для посещения туристами в мире – Франция. 113. В Сингапуре для владения автомобилем требуется специальное разрешение под названием «сертификат о правах», которое стоит столько же, сколько сам автомобиль, а порой и больше. 114. На изображении зрителю суда над Капоне прячут лица от фотокамер. 1931 год. 115. Улбол-сын – казахское женское имя, означающее «пусть родится мальчик». 116. Поиск работы в 1930-х годах во времена Великой депрессии. Надпись на щите. «Я знаю 3 профессии, говорю на 3 языках, сражался 3 года, имею 3 детей и безработный 3 месяца, но все, чего я хочу – одну работу». 117. Австралийские так называемые огненные ястребы способствуют распространению лесных пожаров. Они бросают горящие палки в области, не охваченные огнем, чтобы спугнуть мелких животных, являющихся их добычей. 118. Хотя по своему поведению термиты похожи на муравьев и пчел, они, так сказать, очень социальные тараканы. Биологи относят их к таракановым. 119. Ежегодно мерч компании Ferrari, футболки, кепки, солнцезащитные очки и тому подобное приносит прибыль в размере $2,5 миллиардов, что лишь немногим меньше выручки от продаж, собственно, автомобилей. 120. У Карла III есть Астон Мартин, который работает на биоэтаноле Е85, произведенном из остатков горячительного и сыворотки от производства сыра. 121. В Европе есть специальные площадки для пожилых с качелями, тренажерами и удобными скамейками. Они помогают укреплять здоровье и не чувствовать себя одинокими.
122. Телевизионный канал The Puppy Channel, открывшийся в 1997 году в США, транслировал исключительно милые видеоролики со щенками. Ни одного человека и ни одного диалога, только песики и инструментальная музыка. И так 4 года подряд. В 2001 году канал разорился и был закрыт. 123. В 2022 году британская газета запустила прямую трансляцию, в которой фотография премьер-министра Ли Страс стояла рядом с Салатом, чтобы выяснить, кто из них продержится дольше. Когда Ли Страс, проведя на своем посту 1,5 месяца, подала в отставку, Салат Латук победил. 124. По ощущениям черепахи, время идет в 4 раза быстрее, чем для человека, а для мухи в 4 раза медленнее. Поэтому ее так трудно поймать. 125. Вы сейчас видите подлинный пиратский флаг с изображением веселого Роджера, один из 2 сохранившихся до наших дней. 126. Исследование показало, что люди, родившиеся осенью, чаще других доживают до 100 лет. 127. Оленьковые, самые маленькие из современных копытных, вес которых достигает максимум 2 килограммов, спят с открытыми глазами. 128. Мул – это результат скрещивания кобылы с ослом, но изначально мулами называли любых гибридных животных. 129. Эффект хорошо знакомой дороги – когнитивное искажение, из-за которого знакомые нам маршруты кажутся менее времязатратными, чем незнакомые. 130. Лиана бакила трифолиата, растущая в Чили и Аргентине, обвивая какое-либо дерево, изменяет форму своих листьев так, чтобы имитировать листья этого дерева. 131. Запомнить порядок планет Солнечной системы по мере их удаления от Солнца можно при помощи мнемонической фразы. Мы ведь знаем, мама Юли села утром на пилюле, это Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон, карликовая планета. 132. Фотону требуется в среднем 170 тысяч лет, чтобы дойти от ядра Солнца до его поверхности, но всего лишь 8 минут, чтобы достичь Земли. 133. Каждые 14-15 лет кольца Сатурна поворачиваются ребром к Земле. Они настолько узкие, что их практически не видно. 134. За мультфильм «Белоснежка и 7 гномов» 1937 год Уолт Дисней получил почетный «Оскар», статуэтку нормального размера и 7 мини-статуэток. 135. У всех людей есть доминирующий глаз, который обычно совпадает с доминирующей рукой. 136. Франций – настолько редко встречающийся элемент, что во всей земной коре его содержится не более 20-30 граммов. 137. Рестлинг официально считается не спортом, а спортивным развлечением, поскольку ход и результат матчей определяются сценарием, а не соревнованием. 138. Миф о том, что саламандры не горят в огне, возник из-за их привычки зимовать во влажных бревнах. Когда эти бревна бросали в огонь, саламандры просыпались и вылезали из горящего дерева. Это и породило веру в то, что они огнеупорны. 139. Швеции принадлежит 221 800 островов, и только около 1000 из них населены. 140. Согласно теории относительности, голова стареет быстрее остального тела, потому что находится дальше от Земли. 141. За 1 год около 98% атомов в вашем теле заменяются новыми. По сути, организм почти полностью обновляется на атомном уровне. 142. Нахождение на солнечном свету способствует снижению веса. 143. Запах яблока помогает от клаустрофобии. 144. Если в книжном магазине пахнет шоколадом, покупатели чаще выбирают любовные романы. 145. Слово «карнавал» происходит от латинского «карневале» – «прощай мясо». Так называли праздник с переодеваниями, маскарадами и красочными шествиями, которые устраивали перед началом Великого Поста. 146. Гусеницы дышат не ртом, а через крошечное отверстие по бокам своего тела. 147.
На этой фотографии Ирина Алферова и Роберт Де Ниро стоят у гостиницы «Украина». 1983 год. 148. В 2013 году все 25 тысяч студентов, сдававшие вступительные экзамены в университет Либерии, провалились. 149. В некоторых африканских странах воры вскрывают электрические трансформаторы, чтобы украсть трансформаторное масло, которое затем продают уличным торговцам для жарки продуктов во фритюре. 150. Ходили слухи, что Стивен Хокинг, парализованный ученый-физик, передвигавшийся в инвалидном кресле, специально наезжал на людей, которые ему не нравились. Хокинг опроверг эти злобные сплетни, пригрозив: «Я наеду на каждого, кто это повторит». 151. Поза руки на коленях, которую часто можно видеть у спортсменов во время соревнований, способствует быстрому восстановлению нормального пульса и помогает вдыхать больше воздуха. 152. Как известно, в английском языке в настоящее время нет местоимения «ты», только «вы», «you». Но в некоторых селениях на севере Англии устаревшие слова «ты», «тебе», «thou», «thee» все еще широко используются. 153. На изображении манекен для краш-тестов времен Второй мировой войны. 154. Биг Бен – это название колокола на башне Елизаветы в Лондоне, а не самой этой башни. 155. Для настоящего васаби используют корень эвтремы японской, а не хрен. 156. На изображении, найденной в Ираке, след ребенка 4000-летней давности. 157. В 1620-х годах Европу захлестнула тюльпаномания. За редкие луковицы тюльпанов с необычным окрасом платили такие суммы, что по весу они стоили дороже золота. 158. В 2019 году группа BTS принесла Южной Корее около $5 миллиардов. Это 0,5% ВВП страны. 159. Корабли-призраки – суда, найденные пустыми и брошенными, с отсутствующим на борту экипажем, до сих пор встречаются, несмотря на наличие современных средств спасения и связи. 160. На нашей планете обитает приблизительно 8 700 000 видов животных. 161. В 1933 году в Сирии запретили игрушки йо-йо, поскольку местные жители из суеверия обвиняли их использование в наступлении сильной засухи. 162. До 2013 года в Японии закон запрещал иностранным поварам работать в заведениях, где подают суши и другие блюда традиционной японской кухни. Закон отменили после того, как японская кухня получила статус ЮНЕСКО. 163. 6000 лет назад на месте пустыни Сахары был тропический лес. 164. Компания Rolex принадлежит некоммерческой организации, которая тратит большую часть доходов на благотворительность, а остальные средства реинвестирует обратно в компанию. 165. Среди хоккеистов есть неофициальная должность силовиков – тавгаев. Эти игроки во время матча должны реагировать на агрессию противника еще большей агрессией и насилием. 166. В 2001 году японский император признал наличие в непрерывной императорской линии Японии корейской крови, а также неоспоримое корейское влияние в годы становления Японии – 7-9 века. В Корее это стало главной новостью, а большинство японских СМИ промолчали. 167. Аппараты МРТ изначально назывались аппаратами ЯМРТ, но в конце 1980-х годов производители отказались от первого слова «ядерное» из-за негативной ассоциации, возникшей в обществе после Чернобыльской катастрофы. 168. В Древней Греции молодые мужчины-афиняне должны были посещать петушиные бои, чтобы на примере петухов учиться сражаться до последнего. 169. Рукояти мечей самураев оборачивали в кожу ската или акулы, чтобы они не скользили в руке. 170. Куры породы Амераукана могут нести яйца голубого оттенка. 171.
Попкорн можно делать не из любой кукурузы. Используется специальный сорт, способный взрываться при высокой температуре. 172. Первое наземное млекопитающее, населившее территорию Новой Зеландии, это человек. До людей там обитали только летучие мыши, тюлени и морские львы. 173. Портрет королевы Елизаветы II украшал валюты более 30 стран, первой из которых была Канада в 1935 году. 174. В нашей Солнечной системе есть карликовая планета яйцевидной формы – Хаумеа. Ее форма обусловлена невероятно быстрым вращением. 175. Химический элемент кальций – это металл. 176. Гусеницы-бабочки урабалугенс по прозвищу «Безумная шляпница» несколько раз линяют, но не сбрасывают свои головные капсулы, а носят их поверх новой головы, вероятно, чтобы казаться хищником крупнее. 177. Гитарист Queen Брайан Мэй использует струны для банджо на своей гитаре. Они намного тоньше, их проще зажимать, и именно они создают фирменное звучание Queen. 178. Игровые карты для Nintendo Switch покрыты бензоатом динатония, самым горьким известным веществом, чтобы дети не тянули карточки в рот. 179. Изначально футбольные мячи делали из мочевых пузырей животных, но те быстро приходили в негодность, если по ним наносили достаточно сильные удары. 180. В Индонезии для очистки септических резервуаров используются сомики. 181. 65% людей, победивших рак, при опросе сообщили, что их друзья или члены семьи покинули их после того, как им поставили диагноз. 182. На изображении первое собрание клуба Микки Мауса в Оушен-парке, Калифорния, примерно 1930 год. 183. На Кубе любой государственный автомобиль, в котором есть свободные места, обязан подвозить голосующих на дороге людей. 184. Когда вы едите что-то слишком холодное или горячее, или когда стоматолог проводит манипуляцию у вас во рту, вам порой бывает больно только потому, что боль – единственная реакция, на которую способны зубные нервы. 185. В ядовитом саду замка Алник в Англии многие растения настолько опасны, что их выращивают в клетках. 186. Название длинной тонкой лапши – вермишель, буквально переводится как «маленькие червячки». 187. За свою жизнь Майкл Джексон совершил пожертвований на сумму более чем $500 миллионов, что делает его самым крупным благотворителем среди когда-либо живших поп-звезд. 188. Ученые могут выяснить, каким был воздух миллионы лет назад, проанализировав химический состав пузырьков воздуха во льдах в зоне многолетней мерзлоты. 189. Самый популярный во Франции бутерброд – это просто багет, разрезанный вдоль и смазанный сливочным маслом, к которому добавляют ломтики ветчины. Он называется «жамбон-бер». 190. Незадолго до смерти Михаил Калашников написал письмо патриарху Кириллу, в котором раскаивался: «Моя душевная боль нестерпима. Один и тот же неразрешимый вопрос. Коль мой автомат лишал людей жизни, стало быть и я». 191. В процессе эволюции десятиногие раки неоднократно становились крабами, а крабы – раками. 192. Времена сухого закона в США. Надпись на плакате «Я не бутлегер. Не стреляйте, я остановлюсь». 1929 год. 193. Древние греки называли народ, живущий к югу от Греции, эфиопами, что переводится как «люди с пылающими лицами». Геродот так описывал этот народ. Мужчины здесь выше, красивее и живут дольше, чем где-либо еще. 194. Фамилия главного героя романа Лермонтова «Герой нашего времени» Печорин образована от названия Северной русской реки, так же, как и фамилия Онегина из романа Пушкина, в знак того, что Печорин близок к Онегину по характеру и фактически является преемником этого персонажа. 195.
Из-за глобального потепления люди меньше спят. Климатический кризис крадет у нас по 44 часа сна в год, выяснили ученые. 196. В языке индейцев Навахо Германия называется «страна носителей блестящих кепок», подразумевая металлические шлемы военного времени, а индейцы племени Лакота окрестили ее «землей плохих ораторов». 197. Исследовательское судно RV Flip – единственное в мире судно, которое могло переходить в вертикальное положение посреди океана. Его длина составляла 108 метров, а вес – 700 тонн. Когда вода закачивалась в огромные резервуары, судно начинало погружаться под воду. Передняя часть судна, 17 метров, то есть высотой в пятиэтажный дом, оставалась наверху, а под воду уходил 91 метр, то есть большая часть судна. Процесс трансформации занимал около 30 минут. Судно не имело собственной энергетической установки, дабы оградить измерительное оборудование и приборы от возможных помех со стороны двигателя, валопровода и гребных винтов, вибрация, шумы. Транспортировка RV Flip осуществлялась буксиром. На судне производились исследования распространения сейсмических волн в океане, взаимодействия разных слоев воды, теплообмена между толщей воды и поверхностью. RV Flip был отправлен на утилизацию в 2023 году. 198. В 1982 году Сейко выпустила Т-001 цифровые часы, которые показывали живое телевидение через подключение к портативному приемнику. Сигнал шел через проводной тюнер-блок, который передавал видео прямо на крошечный LCD-экран часов. Для 1982 года абсолютная фантастика в реальности. Устройство позже появилось в фильме о Джеймсе Бонде «Осьминожка» в качестве одного из гаджетов агента 007. Единственный минус – без внешнего приемника часы не работали. Впечатляющий для своего времени, но не особо практично. 199. Неожиданно, но лоси, оказывается, неплохие пловцы. Они могут нырять на глубину до 5-6 метров ради подводных растений. Их ноздри автоматически закрываются при погружении под воду. По схожему принципу работают ноздри тюленей. Еще более неожиданно. В редких случаях касатки могут охотиться на лосей, когда те заплывают в море. Это происходит нечасто, но такие случаи действительно задокументированы. 200. Самая глубокая пещера в мире – Крубера-Воронья. Расположена она в массиве гор Арабика в Абхазии. Ее глубина составляет 2199 метров. Вход в пещеру расположен на высоте около 2250 метров над уровнем моря. Возле пещеры протекает самая короткая река в мире – Репруа, мощный выход подземной карстовой реки, которая через 18 метров вливается в Черное море. Несмотря на свою миниатюрность, Репруа обеспечивает водозабор всей Гагры и является одной из самых холодных рек Черноморского побережья Кавказа. А сейчас я хочу попросить о минуте вашего внимания, касающейся организационных вопросов на нашем канале КИФ. Прошу вас подписаться, а также нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Также прошу вас подписаться на наш телеграм-канал, ссылка на него размещена в шапке главной страницы. Из него вы всегда оперативно узнаете о выходе новых видео. И только там мы регулярно публикуем материалы, которые никогда не будут размещены на YouTube из-за жестких правил площадки. Эти два пункта очень важны для развития канала, и прошу вас прислушаться к моей просьбе. Обращаю ваше внимание, что, как и всегда, в конце видео вас ждет очень интересный бонусный факт для всех досмотревших этот ролик до конца, который вам наверняка неизвестен. В заключении этого видео мы разместим самые интересные, популярные, полезные и остроумные комментарии, которые зрители оставляли к предыдущему нашему ролику, а также список наших спонсоров. Оставляйте свои комментарии, чтобы попасть в следующий ролик. А теперь продолжаем. 201. В высокогорных лугах Эфиопского Нагорья ученые стали свидетелями поведения, в которое сначала просто не поверили. Его даже назвали десертной гипотезой. Представьте, эфиопский волк, редчайший и серьезный хищник, неспешно бродит среди ярко-красных цветов книпхофия и аккуратно слизывает нектар. Не рвет лепестки, не грызет, именно лакомится, переходя от цветка к цветку, словно гурман.
Многолетние наблюдения подтвердили, это единственные крупные хищники в мире, которых зафиксировали за поеданием цветочного нектара. Самое удивительное, практической пользы от этого почти нет. Нектара слишком мало, чтобы он имел энергетическое значение для такого зверя. Поэтому вывод ученых оказался неожиданно простым и очень человеческим. Волкам просто нравится вкус, как нам маленький десерт после сытного обеда. Причем у некоторых особей эта сладкая привычка выражена особенно сильно, и выглядят они при этом откровенно довольными. Этот ритуал существует лишь в одном уголке планеты и связан с уникальным союзом – местный волк и местное растение. А приятный бонус – покрываясь пыльцой, волки становятся случайными опылителями. Обратите внимание на эти чуть испачканные пыльцой мордочки. Ну разве не очаровательные сладкоежки? 202. Город, где кошки начали сходить с ума раньше людей. Иногда катастрофа сначала приходит не к людям. Она проверяет мир вокруг. Рыбу, птиц, домашних животных. А люди смотрят на это и долго не понимают, что природа уже кричит. Минамата, Япония. Небольшой город у залива, где жизнь десятилетиями держалась на море. Рыба, моллюски, лодки, семьи, которые ели то, что сами же добывали. Все выглядело привычно, пока местные не заметили, что с кошками происходит что-то странное. Животные вдруг начинали вести себя так, будто теряли контроль над телом. Дергались, кружились, падали, метались по улицам. В рыбацких деревнях это даже стали называть танцующей кошачьей болезнью. Звучит почти сказочно, пока не понимаешь, что это был не танец, а разрушенная нервная система. По данным исторических разборов болезни Минамата, подобные странности у кошек и других животных замечали еще до официального признания заболевания у людей. Причина оказалась в воде, точнее в том, что в нее годами сбрасывали. Завод компании Чисо выпускал промышленные отходы с метилртутью, а она накапливалась в рыбе и моллюсках. Люди ели морепродукты каждый день, кормили ими семьи, давали остатки кошкам, и яд медленно возвращался в дома через обычную тарелку. Музей болезни Минамата и Японский национальный институт по изучению болезни Минамата описывают ее именно как отравление метилртутью через загрязненную рыбу и моллюсков. Потом симптомы появились у людей. Онемение рук и ног, потеря координации, нарушение речи, слуха, зрения, судороги. Человек мог всю жизнь жить у моря, знать каждую лодку и каждый берег, и вдруг собственное тело становилось чужим. Самое страшное, что долгое время многие не понимали, чем именно болеют. Это выглядело как загадочная местная напасть, хотя на самом деле было следствием промышленной халатности. В этой истории кошки стали первыми тревожными колокольчиками. Они не могли написать жалобу, не могли потребовать экспертизу, не могли объяснить, что с ними происходит. Они просто начали танцевать, и этот жуткий танец оказался предупреждением, которое люди услышали слишком поздно. Минамата – это история не только про ртуть, это история про то, как удобно не замечать беду, пока она плавает в заливе, падает с неба птицами и бьется в судорогах у дверей. А потом выясняется, природа предупреждала давно. Просто человек, как обычно, решил, что если катастрофа еще не пришла лично к нему, значит ее почти нет. 203. Актер Алан Рикман на съемках своего последнего фильма в 2016 году. Речь идет о картине «Алиса в Зазеркалье», где он вновь озвучил гусеницу Абсалема, одного из самых узнаваемых персонажей франшизы. В январе 2016 года Рикман ушел из жизни в возрасте 69 лет. Причиной смерти стал рак поджелудочной железы. Актер долгое время держал болезнь в тайне, и его уход стал неожиданностью для поклонников и коллег по всему миру. 204. Курт Кобейн, Кортни Лав и Фрэнсис Бин Кобейн. 1993 год. Эта фотография запечатлела момент из жизни Курта Кобейна, Кортни Лав и их дочери Фрэнсис Бин, сделанную в 1993 году. В тот период семья находилась в центре внимания СМИ как одно из самых обсуждаемых сочетаний в мире рок-музыки и шоу-бизнеса. Курт и Кортни были известными фигурами в музыкальной индустрии, а их дочери, Фрэнсис Бин, было всего несколько лет. Это изображение символизирует тот короткий, но насыщенный этап жизни семьи Кобейн-Лав, когда их личная жизнь была под пристальным вниманием общественности. 205.
Желудочный сок обладает настолько высокой кислотностью, что способен растворять металлы и оставлять химические ожоги на коже. Чтобы орган не уничтожил сам себя, он постоянно вырабатывает слой щелочной слизи. Однако этого недостаточно. Клетки внутренней оболочки гибнут под воздействием кислоты, поэтому желудок полностью заменяет свои стенки каждые 3-5 суток. Этот процесс напоминает бесконечную покраску ржавеющего моста, где защита восстанавливается быстрее, чем происходит разрушение. Система дает сбой из-за бактерии Helicobacter pylori, которая разрушает защитный слой, провоцируя появление язв. В 1984 году врач Барри Маршалл доказал это, выпив культуру бактерий и вызвав у себя гастрит, за что позже получил Нобелевскую премию. Привычные факторы вроде стресса или употребления горячительного лишь усугубляют ситуацию, замедляя обновление тканей и открывая кислоте доступ к стенкам желудка. 206. Зачем синие киты едят крошечный криль, а не крупную рыбу, если большая добыча равно больше энергии? Синий кит весит больше 150 тонн и ест существ размером с палец. Звучит как очень неэффективный план, примерно как заправлять карьерный самосвал пипеткой. Разумеется, ошибки эволюции тут нет, так просто оказалось энергетически эффективнее. Синий кит не гоняется за крупной рыбой, слишком много суеты, слишком мало выгоды. Среднего размера рыба тоже так себе добыча для большого кита. Рыба быстрая, косяк видит хищника и мгновенно рассыпается. Антарктический криль же собирается в гигантские плотные рои. Иногда вода буквально становится оранжево-бордовой от миллионов маленьких рачков. Это прямо насыщенное облако еды. Синий кит разгоняется, раскрывает пасть почти на 90 градусов, растягивает горловые складки и за один рывок заглатывает до 120 кубических метров воды. Потом выдавливает воду через китовый ус, а криль остается внутри. Один удачный заход приносит ему около 500 килограммов еды. Главный фокус в том, что такой рывок стоит киту сравнительно мало энергии, а приносит огромную отдачу. Получает он больше 500 000 килокалорий за один захват, а тратит меньше 1000 килокалорий на саму атаку. Пожалуй, в природе нет более эффективной по коэффициенту успеха охотничьей стратегии. Синий кит доказал простую вещь. В природе побеждает не тот, кто ест самую большую и живую добычу, а тот, кто нашел самый выгодный шведский стол. 207. В 1943 году Канада совершила поступок, который звучит как сюжет из фильма. Она буквально стерла больничную палату с карты мира, чтобы спасти будущую принцессу Нидерландов. И за это Голландия до сих пор благодарит ее цветами. Во время Второй мировой войны Нидерланды были оккупированы войсками гитлеровской Германии. Кронпринцесса Юлиана бежала через Атлантику в Оттаву вместе с дочерьми, пока ее страна полыхала в огне войны. Там она ждала рождения ребенка. Но возникла проблема, способная вызвать конституционный кризис. Если бы младенец родился на канадской земле, он автоматически получил бы канадское гражданство. А старые законы голландской монархии были жесткими. Даже намек на другое гражданство мог лишить ребенка права на престол. Вернуть принцессу в Европу было невозможно. Атлантику контролировали немецкие подводные лодки, а над Гаагой развивались флаги оккупантов. Тогда Канада сделала невероятное. 19 января 1943 года правительство приняло беспрецедентное решение. Родильную палату в больнице Оттавы объявили экстерриториальной, ни канадской, ни нидерландской. Фактически территорией ни одного государства. На несколько часов эта комната стала юридической пустотой. Именно там родилась принцесса Маргрит. Она не получила двойного гражданства, не потеряла право на трон и осталась единственной представительницей нидерландской королевской семьи, родившейся в Северной Америке. Как только принцесса появилась на свет, комната снова стала канадской. Как будто ничего и не произошло. Но Нидерланды этого не забыли. После войны королевская семья прислала в Оттаву 100 тысяч луковиц тюльпанов, как символ благодарности, и не остановилась. С 1945 года каждую весну Нидерланды отправляют Канаде еще 20 тысяч тюльпанов. Сегодня в мае Оттава превращается в море цветов. Более 3 миллионов тюльпанов расцветают вдоль канала Ридо. Туристы фотографируются среди них, даже не подозревая, что стоят посреди живого благодарственного письма, которое цветет уже 80 лет. Принцессе Маргрит уже более 80 лет,
И она до сих пор приезжает в Оттаву во время фестиваля тюльпанов, в город, где когда-то родилась в комнате, которой юридически не существовало. Некоторые добрые поступки становятся историей, некоторые превращаются в сады, а некоторые цветы цветут вечно. 208. Кажется, у птенцов-альбатросов первые месяцы жизни действительно существует всего два состояния – неподвижно сидеть в гнезде и стремительно превращаться в огромный пушистый шар. Птенцы крупнейших видов альбатросов проводят в гнезде до 8-9 месяцев. Это один из самых длинных периодов взросления среди птиц. Все это время родители преодолевают тысячи километров над океаном, принося им пищу – кальмаров, рыбу и криль. Благодаря такому рациону птенцы нередко становятся тяжелее собственных родителей еще до первого полета. Почти все детство они проводят на одном месте, накапливая жировые запасы и развивая мощные грудные мышцы, необходимые для будущих океанских перелетов. Но затем происходит удивительная трансформация. Однажды этот неуклюжий пуховый комок впервые расправляет крылья и превращается в одного из величайших воздушных странников планеты. Взрослые альбатросы способны неделями не касаться суши, используя воздушные потоки над океаном и преодолевая десятки тысяч километров практически без усилий. Некоторые виды за жизнь пролетают расстояния, сопоставимые с путешествием до Луны и обратно. 209. В 1966 году на острове Ата в Тонга нашли необычную группу – 6 подростков. Они отправились на рыбалку в небольшой лодке, но из-за сильного шторма оказались выброшены на безлюдный остров. Там они провели 1,5 года. Самое поразительное заключается в том, что вместо того, чтобы впасть в отчаяние, ребята объединились и занялись выживанием. Подростки соорудили просторное убежище, наладили ловлю рыбы и даже создали небольшой спортзал, чтобы поддерживать физическую форму. Когда их, наконец, обнаружил спасатель с фотографом, тот был настолько впечатлен их состоянием и образом жизни, что попросил устроить фотосъемку, посвященную их истории. Молодые люди выглядели крепкими, энергичными и совсем не истощенными. 210. Размеры пятнистой гиены впечатляют, причем эта самка, у гиен они крупнее самцов в 1,5 раза. И намного злее. Такие дамы организованными группами отбирают добычу у львиц, которым не подоспела подмога. И даже львы должны быть осторожны. Стая гиен наказывает заносчивого льва ужасным способом. Несколько гиен отвлекают его, а их сородичи заходят сзади и пытаются укусить за чувствительное место. Кенийские зоологи наблюдали, как одна и та же стая провернула этот трюк с 2 львами в течение нескольких месяцев. Правда, один в последний момент смог избежать печальной участи. 211. На изображении Марс, если бы у него была атмосфера, магнитное поле и вода. 212. Обугленный деревянный шкафчик, найденный в Геркулануме, ужасающий жар вулкана во время извержения в 79 году нашей эры, уничтожившего Помпея и Геркуланум, сохранил его для нас. Огненный пирокластический поток почти мгновенно обуглил дерево, а затем оно было покрыто 20-метровым слоем вулканического пепла. Обугленное дерево само по себе чрезвычайно хрупко. Реставраторы пропитали его консервирующим составом и сделали жесткий и прочный внутренний каркас. Хотя шкафчик очень похож на обычную современную прикроватную тумбочку, он ею не является. Это также точно не эдикула, маленькое домашнее святилище. Что именно в нем хранилось, неизвестно, так как на момент находки он был пуст. 213. Аэрофотоснимок кольца дикобраза в Восточной Юте раскрывает впечатляющую геологическую границу. Плато Колорадо резко поднимается над долиной Касл. Протяженные массивы песчаника тянутся на многие километры. Их крутые склоны сформированы эрозией за миллионы лет, а на горизонте возвышаются заснеженные вершины гор Ла-Саль. На этом кадре показан обзор кольца дикобраза, зафиксированный со спутника. 214. Почему пешеходный переход Зебра выглядит именно так? В Древнем Риме пешеходы переходили через заваленные навозом улицы по специально положенным большим плоским камням, подобранным так, чтобы колеса колесниц попадали точно между камней. Это позволяло и колесницам проехать, и пешеходам не замочить ноги. 215. Зверек кинкажу. Милый и неопасный, обитающий в основном в Южной и Центральной Америке. С языка индейцев переводится как «медовый медведь», поскольку эти зверьки любят мед.
216. Мозг мужчин стареет быстрее женского, но есть способ это замедлить, доказали ученые. Норвежские исследователи выяснили, что объем мозга уменьшается с возрастом, причем у мужчин этот процесс идет в 2 раза быстрее. Однако есть способ замедлить старение мозга. Достаточно играть в видеоигры. Шутеры, стратегии и спортивные симуляторы тренируют мозг и могут замедлить старение на 10 лет. 217. Глаза, которые слышат ночь. Когда европейские мореплаватели впервые увидели долгопята на островах Юго-Восточной Азии, они решили, что перед ними существо из сказок. Крошечное тело, огромные неподвижные глаза и почти человеческие пальцы выглядели настолько необычно, что животные долго считали чем-то промежуточным между зверьком и духом леса. Позже ученые разобрались. Перед ними оказался один из самых загадочных приматов планеты. Главная тайна долгопята – его взгляд. Каждый глаз почти равен по размеру мозгу. Он не может двигать глазами, зато легко поворачивает голову почти как совы, внимательно сканируя темноту. Ночь для него не преграда, а естественная среда, где малейший шорох превращается в сигнал к охоте. Долгопят – хищник и питается только живой добычей. Насекомые, ящерицы, иногда маленькие птицы становятся целью молниеносного прыжка. Его удлиненные кости стопы работают как пружины, позволяя перелетать между ветвями на расстояние в десятки длин собственного тела. Все происходит почти бесшумно, ведь зверек способен слышать ультразвук и общаться с сородичами на частотах, недоступных человеческому уху. Сегодня долгопятые остаются символом хрупких тропических лесов. Они плохо переносят шум и исчезают там, где человек нарушает привычную тишину. Возможно, именно поэтому встреча с этим существом производит странное впечатление, будто лес на мгновение открыл свои самые скрытые секреты. 218. Масляный шарик Кришны – это гигантский гранитный валун весом 250 тонн и высотой 6 метров, который завис на склоне холма. Он не скатился вниз. Валун находится в этом положении более 2000 лет. Находится эта природная достопримечательность в курортном городе Махабалипурам в Индии. Люди впечатлялись идеальному балансу валуна, который действительно как шарик из масла, как будто прилип к земле. Но находились правители, которые пытались его столкнуть. Однако все их попытки оказались безуспешными. Камень упорно держится на холме. 219. Жираф играет в прятки. У жирафа диспропорционально длинная шея, но при этом у него, как и у всех млекопитающих, всего 7 шейных позвонков. Из-за длинной шеи возникает непростая задача для кровеносной системы. Нужно же питать головной мозг. Поэтому сердце у жирафа очень мощное, весит 12 килограммов и создает кровяное давление в 3 раза больше, чем у человека, чтобы кровь приливала к голове. За счет своего роста жираф может издалека обозревать окрестности. Вдобавок у жирафов прекрасное зрение. На расстоянии километра они отлично все видят. Длинная шея дает доступ к большому разнообразию пищи, но за преимущество приходится платить. Ноги у жирафов очень тонкие, поэтому ходить может только по твердой поверхности. Болота и реки для них – непреодолимые препятствия. 220 и правда выглядят как персонажи из игры. Яркие, пятнистые, с антеннами и необычными формами. Это морские слизни или голожаберные моллюски. В природе они бывают самых фантастических расцветок. Синие с желтыми полосками, прозрачные с розовыми точками, в крапинку и даже с крыльями. 221. Король лев. Лицо со шрамом. В Кении в возрасте 13 лет умер знаменитый лев по кличке Скарфейс. Он был одним из старейших львов Кении, родился в 2008 году. По львиным меркам он прожил долгую жизнь. Львы в дикой природе живут очень непросто. Оставляют прайд в 3 года, борются за новый прайд где-то между 6 и 8 годами, удерживают его в течение 1 или 2 лет, затем неизбежно теряют его, когда более молодой лев выгоняет старого. Доживают свой век в одиночестве, пока не умирают от травм. За время своего владычества в прайде Скарфейс отбил атаки сотен львов и лично убил свыше 400 гиен. Свой глаз он утратил во время знаменитой схватки прайд на прайд. 222. В 1976 году на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Инсбруке, Австрия, была представлена олимпийская команда СССР.
Спортсмены были облачены в парадные костюмы, включающие шубы из сурка с лисьими воротниками и меховые шапки-ушанки, которые тогда считались престижной частью одежды в Советском Союзе. 223. Самое древнее послание в бутылке находилось в воде 101 год. 4 марта 2014 года рыбаки из Германии выловили бутылку с запиской, датированной 17 мая 1913 года, то есть спустя 101 год. Внутри находилась открытка с 2 немецкими марками, которую написал датчанин Ричард Плац за год до начала Первой мировой войны, в которой он погиб. Ранее рекорд по наиболее долгому плаванию в бутылке принадлежал посланию, находившемуся в воде 98 лет, с 10 июня 1914 года до 2012 года. 224. 22 октября 1895 года произошло крушение на вокзале Монпарнас. Оно стало одним из самых знаменитых железнодорожных происшествий. Пассажирский поезд следовал из Гранвилля в Париж. В составе поезда было 12 вагонов, 3 багажных, 1 почтовый и 8 пассажирских. Поезд должен был прибыть в Париж в 15 часов 55 минут, но опаздывал, поэтому машинист, вопреки инструкции, не стал тормозить на уклоне. Поезд, соответственно, разогнался. Поняв, что состав несется, начальник поезда попытался применить экстренное торможение. Но до этого машинист отключил тормоза Вестингауза, поэтому они не сработали. За пару минут до прибытия машинист все-таки применил вспомогательный и ручной тормоз, но так как скорость к тому времени была уже большой, то тормоза не смогли остановить поезд. В 16 часов паровоз на скорости выбил путевой упор и выехал на перрон старого западного вокзала. Далее он проехал по всей станции около 30 метров, врезался в стену, выбил ее и с высоты 10 метров рухнул на улицу Рен. Пассажирские вагоны при этом остались на перроне. 225. Думаете, в природе не бывает прямых линий? Еще как бывает. На фото кристалл перита, он же железный колчедан, смесь железа с серой. За схожесть с драгоценным металлом перит часто называют «золотом дураков». Выглядит привлекательно, однако перит мало полезен. Раньше его использовали для добычи серной кислоты и серы, сейчас их можно получить гораздо дешевле. Поэтому, когда перит находят при разработке месторождения, просто выбрасывают. Иногда в нем можно найти вкрапления золота. Их извлекают и после этого перит выбрасывают. Древние индейцы очень ценили этот кристалл и делали из него украшения. 226. Насекомые спят совсем иначе, чем люди. Муравей спит в среднем 250 раз в день, только сон его длится всего 1 минуту. Получается, что муравей тратит на сон всего 4 часа, в 2 раза меньше, чем человек. А вот муравьиная матка спит, как и человек, 8 часов. Только делит она свой сон на 100 частей в течение суток. 227. Кастельфолит-де-ля-Рока – это крошечный средневековый городок в Испании, расположенный на возвышенности в регионе Каталония. Он известен своим уникальным положением. Город стоит на краю крутого базальтового утеса высотой более 50 метров, что делает его одним из самых фотографируемых мест в регионе. Действительно, в городе есть одна главная улица, вдоль которой расположены жилые дома и несколько магазинов. Кастельфолит-де-ла-Рока находится примерно в 120 километрах к северу от Барселоны, что делает его доступным для посещения на однодневной экскурсии из каталонской столицы. Это место привлекает туристов своим невероятным видом, исторической архитектурой и живописными пейзажами вокруг. Несмотря на свои небольшие размеры, город имеет богатую историю и является примером средневековой архитектуры Каталонии. 228. Как вы думаете, что это за выступы на гладкой поверхности перил? На перилах шрифт Брайля, который используется для чтения слепыми людьми. Им описывают прекрасный вид на Неаполитанский залив, который открывается у них перед глазами. Конечно, слепому от рождения трудно в полной мере представить, что такое пляж и море. Однако у них есть свое, тонкое восприятие действительности. Нейроны, которые у здоровых людей отвечают за зрительные стимулы, у слепых заменяются на другие, поэтому у них уникальный слух и осязание. 229. Швеция возвращает в школьные классы книги и карандаши, и причина этого решения заслуживает особого внимания.
После полного перехода на планшеты и цифровое обучение педагоги начали замечать тревожные тенденции: ухудшение понимания прочитанного, сокращение концентрации внимания и снижение уровня базовых навыков. Результаты оказались совсем не такими, на какие рассчитывали. Поэтому Швеция решила пересмотреть свой подход. Сегодня государство снова инвестирует в печатные учебники, письмо от руки и традиционные учебные материалы. Экраны не исчезли полностью, но больше не являются основой образования. Исследования подтверждают правильность этого курса. Ученики лучше усваивают и запоминают информацию, когда читают ее на бумаге. Это не отказ от технологий, это возвращение к балансу. И, возможно, важный урок для других стран. 230. Крошечная малышка Колибри решила, что лучший дом – это спелый персик. Представьте, тончайшее гнездышко, почти невесомое, и внутри крошечная хозяйка размером меньше ладони. Все такое хрупкое, что кажется, будто это кадр из сказки. Иногда природа умеет быть трогательнее любого фильма. 231. Помимо Красной книги есть еще и Черная книга. В этой уникальной книге перечислены все животные и растения, которые исчезли с планеты Земля после 1500 года. В ужас приводят последние статистические данные. В них говорится, что за последние 500 лет исчезло навсегда 844 вида представителей фауны и около 1000 видов флоры. 232. Спасенный дымчатый леопарденок, оставшийся один после того, как охотники забрали его мать и его глаза. Такие глубокие, настороженные, полные немой просьбы, будто целая история боли и надежды скрывается в одном взгляде. 233. А вы знали, что те маленькие пчелки, которых вы видите вечером сидящими на цветах, это старые пчелки? Старые и больные пчелы не возвращаются в улей в конце дня. Они ночуют на цветах, а если выпадает возможность увидеть еще один восход солнца, возобновляют свою деятельность, принося в колонию пыльцу или нектар. Они делают это, чувствуя, что близится конец. Ни одна пчела не ждет смерти в улье, чтобы не обременять других. 234. Перед сапожником стоит задача, которая кажется почти невыполнимой. Надев очки, он внимательно осматривает изношенный башмачок, размышляя, сможет ли он превратить его в нечто пригодное. Это сцена из картины «Безнадежный случай», написанной итальянцем Антонио Ротто в 1871 году. Надежда – это все, что осталось у девочки, когда она пришла просить о помощи. Обутая в летние тапочки без пяток, она ждет, когда мастеру удастся вдохнуть новую жизнь в грубые потертые ботинки. В уютной мастерской, где царит атмосфера творчества и труда, сапожник с готовностью берется за дело, полагаясь на свой опыт и умения. Как думаете, удастся ему решить эту задачу? Сегодня это полотно хранится в художественном музее Уолтерс в Балтиморе. 235. Историческое фото. Испуганный маленький мальчик позирует с первыми костюмами Микки и Минни Маус, 1939 год. Сам Уолт Дисней был очень недоволен получившимися костюмами, и он переделал их для Диснейленда. 236. Леопардовый геккон сбрасывает свою шкуру, а выглядит так, как будто у него симпатичная толстовка с капюшоном. Леопардовый геккон, он же пятнистый леопардовый эублифар, вырастает в длину до 25 сантиметров вместе с хвостом. Обновляет он не только кожу, но и зубы. Новый зуб у животного вырастает за 4 месяца. Если схватить за хвост, он легко его отбросит и отрастит новый. Что удивительно, он способен это сделать даже в условиях нехватки пищи. Кстати, именно в хвосте эта ящерица хранит запасы жира. 237. Самая старая действующая дверь в мире, которая все еще используется в Пантеоне в Риме. Она была отлита из бронзы в 115 году нашей эры. Каждая половинка двери 2 метра 30 сантиметров в ширину и 7 метров 60 сантиметров в высоту. Сделаны из бронзы и очень тяжелые. Тем не менее, двери настолько хорошо сбалансированы, что их может легко открыть один человек. 238. Почему настоящая масса тонны дерева больше, чем масса тонны железа? Известен шуточный вопрос. Что тяжелее, тонна дерева или тонна железа? Обычно, не задумываясь, отвечают, что тонна железа тяжелее, вызывая общий смех. Шутники, скорее всего, будут смеяться еще сильнее, если услышат, что тонна дерева тяжелее тонны железа. Такое утверждение кажется нелогичным.
Но, строго говоря, это правильный ответ. Дело в том, что закон Архимеда действует не только для жидкостей, но и для газов. Любое тело в воздухе теряет часть своего веса, равную весу вытесненного им объема воздуха. Дерево и железо тоже теряют часть веса в воздухе. Чтобы определить их настоящие массы, нужно прибавить эту потерю. Следовательно, настоящий вес дерева в нашем случае равен 1 тонне плюс вес воздуха в объеме дерева. Настоящий вес железа равен 1 тонне плюс вес воздуха в объеме железа. Однако тонна дерева занимает значительно больший объем, чем тонна железа, примерно в 15 раз. Поэтому настоящий вес тонны дерева больше настоящего веса тонны железа. Точнее говоря, следует сказать, настоящий вес того дерева, которое в воздухе весит тонну, больше настоящего веса того железа, которое в воздухе весит тоже 1 тонну. Поскольку тонна железа занимает объем около 1,8 кубического метра, а тонна дерева около 2 кубических метров, разница в весе вытесненного ими воздуха составляет примерно 2,5 килограмма. Вот насколько тонна дерева на самом деле тяжелее тонны железа. 239. Расщепленный разум. Как хирургия открыла тайну 2 сознаний в одной голове. В 1950-60-х годах врачи искали отчаянный способ помочь людям с тяжелой эпилепсией. У некоторых пациентов приступы были настолько частыми и разрушительными, что человек терял работу, память и контроль над телом. Лекарства не помогали. Тогда нейрохирурги решились на радикальный шаг. Они перерезали мозолистое тело, пучок нервных волокон, соединяющий левое и правое полушария мозга. Операция называлась комиссуротомией. Цель была простой – не дать эпилептическому разряду распространяться по всему мозгу. И с этой задачей операция справлялась. Приступы ослабевали или исчезали. Но затем началось самое странное. Психолог Роджер Сперри и его коллеги начали тестировать пациентов после операции и обнаружили, что в одной голове будто появились 2 разума, которые не знали друг о друге. Эксперимент выглядел так. Пациент смотрел на экран. Слово «ключ» показывали только левому глазу, а значит правому полушарию. Человек говорил «я ничего не видел», но если ему предлагали выбрать предмет рукой, левая рука уверенно находила ключ, правая рука не могла. Правое полушарие знало, что видело ключ, но не умело говорить. Левое полушарие умело говорить, но ничего не видело. В другом тесте пациент застегивал рубашку одной рукой и расстегивал другой. Иногда левая рука действовала наперекор, вырывала предметы, закрывала книгу, гасила свет. Некоторые пациенты говорили, что их рука живет своей жизнью. Самое пугающее открытие было в другом. Когда пациента спрашивали, почему он сделал какое-то действие, левое полушарие придумывало логичные объяснения, даже если истинную причину знала только правая. Мозг не говорил «я не знаю». Он лгал, но искренне. Этот феномен назвали интерпретатором сознания. Эксперименты с расщепленным мозгом разрушили старое представление о личности. Оказалось, что сознание не едино. «Я» — это конструкция. Логика и речь могут не иметь доступа к реальным причинам поступков. За эти исследования Роджер Сперри получил Нобелевскую премию. А медицина впервые всерьез задумалась. Если разделить мозг, сколько людей останется внутри? Сегодня такие операции почти не делают. Но их наследие повсюду. В нейронауке, психологии, философии и даже в вопросах свободы воли. 240. Как вам эти инопланетные монстры на фото, лениво бредущие по берегу океана? И хочу заметить, весьма земного океана. На самом деле это всего лишь умершие листья растения алоэ вера. Оно же алоэ настоящее. Они часто выглядят странно, когда засыхают. Это происходит потому, что алоэ вера является суккулентом, то есть растением, которое хранит воду в своих листьях. У него есть специальные ткани для этого, и когда они засыхают, то причудливо скручиваются. За счет своих способностей запасать воду алоэ умеет выживать в суровых условиях. Это растение часто используют для восстановления деградировавшей почвы в засушливых регионах. Алоэ – растение уникальное. С древних времен и до наших дней используется для лечения кожных заболеваний. Кроме этого, алоэ активно по сравнению с другими обычными растениями выделяет ночью кислород, из-за чего очень популярно как комнатное растение. 241. Мужчина случайно обнаружил старую фотографию своей жены и заметил на заднем плане знакомую фигуру.
Приглядевшись внимательнее, он с удивлением понял, что этот человек – он сам, запечатленный на снимке задолго до их знакомства. Эта неожиданная находка стала настоящим открытием и поводом для воспоминаний. После свадьбы в 2012 году супруги решили вновь посетить то самое место, где, как оказалось, их пути пересеклись впервые. Они сделали совместное фото, символизирующее начало их истории любви, которая началась задолго до официальной встречи. 242. Когда Кэролайн Вальтер из Фрайбурга, Германия, умерла в возрасте 16 лет, ее сестра Сельма попросила скульптора создать надгробие в виде ее скульптуры в натуральную величину. После похорон Кэролайн каждое утро в ее руке находили свежий цветок, и так продолжается до сих пор. Никто не знает, кто приносит цветы каждое утро. Кэролайн умерла в 1867 году, но кто-то оставляет цветы уже 150 лет. В народе популярна теория, что цветы приносит влюбленный вампир. 243. Собак-поводырей иногда приводят на музыкальные концерты. Это в их обучении самый сложный экзамен. Если они смогут досидеть до конца и не сорвать выступление, обучение пройдено. Настоящие концерты, конечно же, не подойдут. Тренеры псов договариваются с местными филармониями и приходят на репетиции. Иногда десятки псов смотрят с интересом, что там артисты готовят. Будет жаль, если такой пес приобретет вкус к хорошей музыке, а его будущий хозяин в филармонию больше не придет. Вместо этого будет слушать, страшно сказать, поп-музыку. 244. Как кто-то 450 лет назад, в 1652 году, мог сделать мрамор удобнее настоящей кровати. Джан Лоренцо Бернини, Рим. 245. Это ресторан, который был удостоен 2 звезд Мишелин и расположен на Фарерских островах в самом сердце скалистого архипелага в Северной Атлантике. Кухня ресторана известна своей приверженностью к использованию местных продуктов, включая рыбу, мясо и травы, которые собираются непосредственно на островах. Вдохновленный традициями Фарерских островов, ресторан предлагает уникальные блюда, которые часто акцентируют внимание на экстравагантных вкусах и представлении локальных продуктов. Также ресторан славится необычным, но элегантным подходом к оформлению блюд и глубоким уважением к природным богатствам региона. 246. Маяк Тридрангар. Убежище, куда не ступает мир. Построенный в 1939 году на одинокой скале в исландских водах маяк Тридрангар – воплощение недосягаемости. Добраться до него можно лишь редким штилем на вертолете, и то с риском. Все остальное время он принадлежит только ветру и океану. Это идеал уединения. Ни дорог, ни соседей, только башня, стихия и безмолвие. Не место для жизни, а символ той границы, где заканчивается суета и начинается вечный разговор с собой. А где бы вы спрятали свою крепость одиночества? 247. Отель в Киото закрыл номер на полгода ради одной белки. В апреле 2024 года в японском городе Киото сотрудники отеля The Prince Kyoto Takaragake заметили неожиданного гостя. На балконе одного из номеров поселилась японская летяга Мусасаби. Более того, она не просто отдыхала, а выращивала там своих детенышей. Руководство отеля обратилось к местным властям и специалистам по дикой природе. Ответ был однозначным. Мусасаби относится к охраняемым видам. Вмешиваться нельзя. Лучшее решение – не мешать и дать природе идти своим путем. И отель принял редкое решение. Номер полностью вывели из эксплуатации почти на 6 месяцев, чтобы мать могла спокойно вырастить малышей без шума, людей и стресса. Персонал лишь наблюдал издалека, без фотографий, без контакта, без попыток помочь. Когда детеныши подросли, белка сама покинула балкон. Но история на этом не закончилась. Спустя почти год летяга вернулась на тот же самый балкон. Сотрудники отеля считают, что это могла быть та же самая самка. Животное запомнило место, где когда-то было безопасно. Эта история не про отель, она про выбор. Про то, как иногда лучшее, что может сделать человек, просто не вмешиваться. И про то, что дикая природа помнит добро. 248. Самая высокая гора Солнечной системы – Олимп Монс на Марсе, высотой 25 километров. Для сравнения, высота Эвереста всего 8,8 километра.
249. В жарких странах можно встретить необычных муравьев. Они отличаются огромными размерами, их брюшки янтарного цвета. Это медовые муравьи. Они питаются медовой росой. Это сок растений с высоким содержанием сахара. Источником сладкой росы является растительная тля. Избыток сладкой росы тля оставляет на листьях растений, а муравьи потом с удовольствием ее съедают. Благодаря этому насекомые и получили свое название. 250. В Эрмитаже хранятся знаменитые серьги, найденные в 1853 году при раскопках на окраине Феодосии. Серьги представляют сложную композицию, в которой имеются различные орнаменты и крошечная колесница, управляемая богиней Победы Никой. Причем рядом с конями летят крылатые гении, а на краю колесницы стоит воин с большим щитом в руке. Интересно, что рассмотреть множество мельчайших деталей возможно лишь при увеличении. Эта микротехника до сих пор вызывает удивление, тем более, что ученые выяснили, что серьги созданы древними греками еще в IV веке до нашей эры. Серьги сделаны из микроскопических зерен, которые можно разглядеть только с помощью сильной лупы. На этом я бы хотел закончить это видео с 250 познавательными фактами, под которые легко уснуть. Ну и уже по традиции для всех досмотревших этот ролик до конца предлагаю узнать бонусный факт. Огонь в невесомости. Шарообразная форма пламени объясняется тем, что в условиях невесомости нет восходящего движения воздуха и не происходит конвекция теплых и холодных его слоев, которая на Земле, так сказать, вытягивает пламя в форму капли. Вот такими у нас получились 250 познавательных фактов, под которые легко уснуть. На экране вы можете увидеть несколько комментариев из предыдущего ролика. Надеемся, вам понравился материал, который мы собрали для вас. Оставляйте комментарии, ставьте большой палец вверх, делитесь своим мнением о ролике, предлагайте темы, которые вы хотели бы услышать в новых видео. Все это очень важно для нас и позволяет продолжать радовать вас новыми, надеемся, еще более интересными видео. Отдельно хочу поблагодарить всех зрителей, поддержавших наш канал материально в это непростое время. Их имена вы можете увидеть на экране вашего устройства прямо сейчас и в описании ролика. Благодарю за просмотр этого видео и прошу подписаться на канал «Книги, истории, факты», поставить лайк, нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Вам наверняка понравится. Я расскажу еще много интересного и познавательного. Прошу при возможности помочь каналу, заглянув в описание этого видео, и поддержать любым удобным способом. Ваши комментарии, лайки и то, что вы делитесь нашими видео в самых разных социальных сетях и мессенджерах, помогают развитию нашего канала и позволяют понять, что прилагаемые нами усилия не напрасны.